Еще раз, друзья, переходим уже к основному, так сказать, слайду. Здесь мы будем говорить о тенденциях длиною в 1 год, наблюдать, что произошло с марта 2025 года на примере класса социальное жилье. Видим $441, это стоимость квадратного метра. И уже в марте 2026 года мы видим $425 за квадратный метр, что показало нам динамику снижения минус 3,63%. Также индекс стоимости, друзья, видим 0,964. Напомню вам, что такое индекс, друзья. Индекс стоимости в данном случае недвижимости, класс социальное жилье, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса жилья показываю. Делим 425 на 441, получаем снижение в процентах в годовом измерении минус 3,63%. Ну и отрицательный индекс стоимости данного класса недвижимости 0,964. Друзья, немного саморекламы. Я знаю, что меня смотрит фокус-группа, люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Причем по всем сегментам, по всем классам. То есть это и коммерческая, и жилая, и, в общем-то, земельные участки, и домовладение, и так далее. Это больше 12, друзья, сегментов. Поэтому синергия наших знаний помогает и вам в вашем сложном бизнесе, и, конечно же, мне и компания Lim Consulting дальше развиваться, а мне заниматься научными исследованиями. Для того, чтобы найти меня, вы просто посмотрите в описании YouTube канала, есть два телефончика. Один Viber телефон, это киевский телефон, другой WhatsApp, это кипрский телефон. Кому, ну, в зависимости от локации, кто где находится. Звоните, составим техническое задание, и, естественно, я и компания Lim Consulting подготовим для вас техническое задание, в котором учтем, так сказать, всю недвижимость, под которую выданы средства финансовые, какие-то были вашим финансовым учреждениям. И вы будете получать, ну, раз в квартал обычно, отчет, исследования о том, как изменяется стоимость недвижимости во времени. Это очень важный показатель, который действительно вам помогает нивелировать риски. Поэтому, друзья, звоните, пишите, сделаем исследование, можете проконсультироваться у своих коллег, то есть кто такой Андрей Гусельников, что такое, какая, никакая, не могу сформулировать, компания Lim Consulting, что из себя представляет, вот так, да. Ну и вам все станет ясно. Также можете набрать искусственный интеллект. Не хочу хвастаться, но там ничего придуманного про меня нет, потому что, по сути дела, данный, так сказать, ну, интеллект, да, девайс, назовем его так, интеллектом сложно назвать, саккумулировал всю информацию, которая была в бескрайних просторах интернета о моей особе. И, конечно же, все правильно там говорит, что где учился, чем занимался, ну и так далее, какие имею компетенции. Дальше, друзья, переходим уже к последнему слайду, где подведем итоги по целому региону. Город Днепр, город Запорожье. Вот здесь у нас картинка остается прежняя. Колебательные процессы мы уже обсудили. Давайте поговорим о тенденциях. Это период исследования март 2026 год к марту 2025 года. Город Днепр. На примере социальное жилье. $564 за квадратный метр. В годовом измерении рост 3,02%, индекс положительный, единичка, запятая 0,30. Запорожье $425 за квадратный метр, снижение минус 16% в годовом измерении. Также видим, что снижение, вернее, снижение в процентах 3,63%.
Индекс отрицательный 0,964. Итак, когда подводим итоги, вот это среднее арифметическое число, видим, что в течение года ничего не произошло. Были взлеты, были падения, и в итоге вышли на ту же самую цифру, которая была ровно год назад в целом по региону. За счет того, что целый год, или точнее полгода в городе Днепр стоимость квадратного метра данного жилья росла, а в городе Запорожье, ну вот здесь вы можете посчитать сами, снижалась. Итак, друзья, если говорить, то есть итоги мы это подвели. А теперь, если говорить о прогнозах, смотрите, что, ну, мне кажется, это совершенно очевидно, по крайней мере для меня. В прогнозах я использую метод многофакторного анализа, где учитываю все, так сказать, макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие в целом региона или областей. Днепропетровская и Запорожская область, где все очень плохо. В открытом доступе можете посмотреть эти индексы, они еще называются, они есть. При этом рынок недвижимости в городе Днепр последние, ну, полгода, да, не последние, а вот где-то с июля месяца по декабрь 2025 года показывал динамику роста. За счет этого здесь видим, что рост в годовом измерении получилось 3%. Но, правда, 3 уже месяца по полпроцента снижается. И это уже говорит о том, что, возможно, это тенденции, которые мы будем наблюдать весь целый год. Ну, а в Запорожье снижение будет присутствовать. Конечно же, я даже в этом не сомневаюсь. Теперь, насколько снизится стоимость квадратного метра? По городу Днепр, друзья, думаю, по полпроцента за 3 месяца, то есть первый квартал, второй квартал, мы увидим еще положительную динамику, плюс 1,5% в годовом измерении, когда будем сравнивать июнь 2026 года с июнем 2025 года. То есть по полпроцента где-то будет снижение каждый месяц. А вот в городе Запорожье мы увидим также по полпроцента снижение, и уже здесь будет где-то порядка 5% в годовом измерении снижения стоимости квадратного метра. Соответственно, и в целом по региону мы будем видеть порядка там 1,5–2% снижения стоимости квадратного метра. Вот так вот, друзья, вполне, как бы, как мне кажется, наглядно на цифрах показал вам о процессах длиною в 1 месяц и длиною в 1 год. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Да, не забудьте подписаться.